С момента создания Федеральной резервной системы США более века назад каждый крупный крах финансового рынка был намеренно спровоцирован Центральным банком по политическим мотивам. Сегодня ситуация ничем не отличается, поскольку очевидно, что ФРС США действует с помощью своего оружия процентных ставок, чтобы разрушить самый большой спекулятивный финансовый пузырь в истории человечества, который она же и создала. Глобальные крахи всегда начинаются на периферии, как, например, австрийский кредит-инсталл 1931 года или крах Lehman Bros. В сентябре 2008 года. Решение ФРС от 15 июня о самом значительном за последние почти 30 лет повышении ставок в условиях, когда финансовые рынки уже охвачены обвалом, теперь гарантирует глобальную депрессию и даже хуже. Масштабы пузыря дешевого кредита, который ФРС, ЕЦБ и Банк Японии создали, скупая облигации и поддерживая беспрецедентные околонулевые или даже отрицательные процентные ставки в течение 14 лет, не поддаются воображению. Финансовые СМИ ежедневно освещают эту тему, сообщая всякую чушь, в то время как мировая экономика готовится к так называемой стагфляции или рецессии. То, что произойдет в ближайшие месяцы, если не произойдет резкого разворота политики, будет худшей экономической депрессией в истории на сегодняшний день. Спасибо, глобализация и Давос. Глобализация – политическое давление, стоящее за глобализацией и созданием Всемирной торговой организации из Бреттон-Вудских правил торговли ГТТ с Марракешским соглашением 1994 года, обеспечила бегство передовых промышленных производств Запада, особенно США, в офшор, аутсорсинг для создания производства в странах с крайне низкой заработной платой. В конце 1990-х годов ни одна страна не предлагала больше выгод, чем Китай. Китай присоединился к ФОС в 2001 году, и с тех пор потоки капитала в китайское производство с Запада были ошеломляющими, так же, как и наращивание долларового долга Китая. Теперь эта глобальная мировая финансовая структура, основанная на рекордном долге, начинает рушиться. Когда Вашингтон сознательно допустил финансовый крах Lehman Bros. В сентябре 2008 года, китайское руководство отреагировало паникой и выдало беспрецедентные кредиты местным правительствам на строительство инфраструктуры. Некоторые из них были отчасти полезны, например, сеть высокоскоростных железных дорог. Некоторые из них были откровенно расточительными, например, строительство пустых городов-призраков. Для остального мира беспрецедентный спрос Китая на строительную сталь, уголь, нефть, медь и так далее был желанным, поскольку страхи перед глобальной депрессией отступили. Однако действия ФРС США и ЕЦБ после 2008 года, а также правительств этих стран не привели ни к чему, чтобы решить проблему системных финансовых злоупотреблений крупнейших частных банков мира на Уолл-стрит и в Европе, а также в Гонконге. Решение Никсона в августе 1971 года отвязать доллар США, мировую резервную валюту, от золота открыло шлюзы для глобальных денежных потоков. На каждом шагу вводились все более разрешительные законы, благоприятствующие бесконтрольным финансовым спекуляциям в США и за рубежом, начиная с отмены Клинтоном закона Гласса-Стигола по указанию Уолл-стрит в ноябре 1999 года. Это позволило создать мегабанки настолько крупные, что правительство объявило их слишком большими, чтобы обанкротиться. Это был обман, но население поверило в него и спасло их, выделив сотни миллиардов денег налогоплательщиков. После кризиса 2008 года ФРС и другие крупные мировые центральные банки создали беспрецедентные кредиты, так называемые вертолетные деньги, для спасения крупных финансовых учреждений. Здоровье реальной экономики не было целью. В случае ФРС, Банка Японии, ЕЦБ и Банка Англии за последние 14 лет в банковскую систему было влито в общей сложности 25 триллионов долларов США посредством количественного смягчения, покупки облигаций, а также сомнительных активов, таких как ипотечные ценные бумаги.
Количественное безумие, вот тут-то и начались серьезные проблемы. Крупнейшие банки Уолл-стрит, такие как JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup или лондонские HSBC и Barclays, сужали миллиарды своим крупным корпоративным клиентам. Заемщики, в свою очередь, использовали ликвидность не для инвестиций в новые производственные или горнодобывающие технологии, а для повышения стоимости акций своих компаний, так называемого обратного выкупа акций, что называется максимизацией акционерной стоимости. BlackRock, Fidelity, банки и другие инвесторы были в восторге от такой халявы с начала смягчения политики ФРС в 2008 году до июля 2020 года в такие выкупы акций было вложено около $5 триллионов, что привело к величайшему ралли на фондовом рынке в истории. В процессе все стало финансиализированным. В период с 2010 по 2019 год корпорации выплатили $3,8 триллиона в виде дивидендов. Такие компании, как Tesla, которые никогда не получали прибыли, стали стоить дороже, чем Ford и GM вместе взятые. Криптовалюты, такие как биткоин, к концу 2021 года достигли рыночной стоимости более $1 триллиона. Благодаря свободному движению денег ФРС банки и инвестиционные фонды инвестировали в высокорискованные и высокодоходные области, такие как нежелательные облигации или долговые обязательства развивающихся рынков в таких местах, как Турция, Индонезия или Китай. Эпоха количественного смягчения и нулевых процентных ставок ФРС после 2008 года привела к абсурдному росту государственного долга США. С января 2020 года ФРС, Банк Англии, Европейский Центральный банк и Банк Японии влили в мировую банковскую систему $9 триллионов в виде кредитов с почти нулевой ставкой. После изменения политики ФРС в сентябре 2019 года это позволило Вашингтону менее чем за 3 года увеличить государственный долг на ошеломляющую сумму в $10 триллионов. Затем ФРС снова тайно выручила Уолл-стрит, ежемесячно покупая казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги США на сумму $120 миллиардов, создав огромный пузырь облигаций. Безрассудная администрация Байдена начала раздавать триллионы так называемых стимулирующих денег для борьбы с ненужной блокировкой экономики. Федеральный долг США вырос с управляемых 35% ВВП в 1980 году до более чем 129% ВВП сегодня. Только количественное смягчение ФРС, покупка триллионов государственных и ипотечных долговых обязательств США и почти нулевые ставки сделали это возможным. Теперь ФРС начала сворачивать эту программу и выводить ликвидность из экономики с помощью QT или ужесточения, плюс повышение ставок. Это происходит преднамеренно. Речь идет не о том, что спотыкающаяся ФРС неправильно оценивает инфляцию. Энергия движет коллапсом, к сожалению, ФРС и другие центральные банкиры лгут. Повышение процентных ставок – это не лечение инфляции. Оно направлено на глобальную перезагрузку контроля над мировыми активами, богатством, будь то недвижимость, сельскохозяйственные угодья, сырьевые товары, промышленность, даже вода. ФРС прекрасно знает, что инфляция только начинает охватывать мировую экономику. Уникально то, что сейчас мандаты на зеленую энергию во всем промышленном мире впервые вызывают этот инфляционный кризис, что намеренно игнорируется Вашингтоном, Брюсселем или Берлином. Глобальная нехватка удобрений, стремительный рост цен на природный газ, потери поставок зерна из-за глобальной засухи, взрывного роста цен на удобрения и топливо или битву гарантируют, что не позднее сентября-октября, когда будет собран урожай, мы переживем глобальный дополнительный взрыв цен на продовольствие и энергию. Все эти дефициты являются результатом преднамеренной политики. Более того, несомненно, гораздо более серьезная инфляция, вызванная патологической настойчивостью ведущих мировых промышленных экономик, возглавляемых антиуглеводородной программой администрации Байдена. Типичным примером этой программы
является поразительная глупость министра энергетики США, заявившего: «Покупайте вместо этого электронные автомобили в качестве ответа на взрывной рост цен на бензин». Аналогичным образом, Европейский Союз решил отказаться от российской нефти и газа, не найдя им достойной замены, в то время как его ведущая экономика, Германия, собирается остановить свой последний ядерный реактор и закрыть больше угольных станций. В результате в Германии и других странах ЕС этой зимой произойдут отключения электроэнергии, а цены на природный газ продолжат расти. Только за вторую неделю июня в Германии цены на газ выросли еще на 60%. Как контролируемое зелеными правительство Германии, так и зеленая повестка дня готовность к 55-му годам комиссии ЕС продолжают продвигать ненадежные и дорогостоящие ветряные и солнечные электростанции в ущерб гораздо более дешевым надежным углеводородам, обеспечивая беспрецедентную инфляцию под влиянием энергии. ФРС выпустила пробку повышением ставки ФРС на 0,75%, крупнейшим за почти 30 лет, и обещанием еще большего повышения. Центральный банк США гарантировал крах не только долгового пузыря США, но и большей части глобального долга в размере 303 триллионов долларов. После 2008 года рост процентных ставок спустя почти 15 лет означает крах стоимости облигаций. Облигации, а не акции, являются сердцем мировой финансовой системы. Ставки по ипотечным кредитам в США всего за 5 месяцев удвоились и превысили 6%, а продажи жилья упали еще до последнего повышения ставок. Американские корпорации взяли на себя рекордный долг благодаря годам сверхнизких ставок. Около 70% этих долгов имеют рейтинг чуть выше нежелательного. В 2006 году корпоративный нефинансовый долг составлял 9 триллионов долларов. Сегодня он превышает 18 триллионов долларов. Теперь многие из этих маргинальных компаний не смогут пролонгировать старые долги новыми, и в ближайшие месяцы последует банкротство. Косметический гигант Revlon только что объявил о банкротстве. Высокоспекулятивный, нерегулируемый рынок криптовалют, возглавляемый биткоином, рушится, поскольку инвесторы понимают, что спасения здесь нет. В ноябре прошлого года криптовалюты оценивались в 3 триллиона долларов. Сегодня она составляет менее половины, и происходит еще больший обвал. Еще до последнего повышения ставки ФРС стоимость акций американских мегабанков потеряла около 300 миллиардов долларов. Теперь, когда на фондовом рынке гарантированы дальнейшие панические продажи по мере нарастания глобального экономического коллапса, эти банки заранее запрограммированы на новый серьезный банковский кризис в ближайшие месяцы. Как недавно отметил американский экономист Дуг Ноланд, сегодня существует массивная периферия, на которой находятся субстандартные некачественные облигации, кредиты с заемными средствами, кредиты «Купи сейчас», «Заплати потом», секьюритизация автокредитов, кредитных карт, жилья и солнечной энергии, кредиты на франшизу, частные кредиты, криптокредиты, DeFi и так далее и тому подобное. За этот длительный цикл сформировалась массивная инфраструктура, стимулирующая потребление десятков миллионов людей и одновременно финансирующая тысячи нерентабельных предприятий. Периферия стала системной, как никогда раньше, и все начало ломаться. Федеральное правительство теперь обнаружит, что расходы на выплату процентов по федеральному долгу, составляющему рекордные 30 триллионов долларов, будут гораздо более дорогостоящими. В отличие от Великой депрессии 1930-х годов, когда федеральный долг был почти нулевым, сегодня правительство, особенно после бюджетных мер Байдена, находится на пределе. США превращаются в экономику третьего мира. Если ФРС больше не будет покупать триллионы американских долговых обязательств, кто это сделает? Китай? Япония? Вряд ли. Делеверидж пузыря, поскольку ФРС сейчас вводит количественное ужесточение, изымая десятки миллиардов облигаций и других активов ежемесячно, а также повышая ключевые процентные ставки,
финансовые рынки начали делеверидж. Скорее всего, оно будет происходить рывками, поскольку такие ключевые игроки, как BlackRock и Fidelity, стремятся контролировать обвал в своих целях. Но направление ясно. В конце прошлого года инвесторы заняли почти $1 триллион в виде маржинального долга, чтобы купить акции. Это было на растущем рынке. Теперь все наоборот, и маржинальные заемщики вынуждены предоставлять больше залога или продавать свои акции, чтобы избежать дефолта. Это подпитывает грядущий обвал. С крахом акций и облигаций в ближайшие месяцы исчезнут частные пенсионные накопления десятков миллионов американцев в таких программах, как 401k. Кредитные карты, автокредиты и другие потребительские долги в США за последние десятилетия раздулись до рекордных $4,3 триллиона на конец 2021 года. Теперь процентные ставки по этим долгам, особенно по кредитным картам, подскочат с и без того высоких 16%. Дефолты по этим кредитным займам резко возрастут. За пределами США мы увидим, как швейцарский национальный банк, Банк Англии и даже ЕЦБ вынуждены следовать за ФРС, повышая ставки, глобальный снежный ком дефолтов и банкротств на фоне стремительно растущей инфляции, которую процентные ставки Центрального банка не в состоянии контролировать. Около 27% мирового нефинансового корпоративного долга, оцениваемого в $23 триллиона, приходится на китайские компании. Еще $32 триллиона корпоративного долга приходится на компании США и ЕС. Сейчас Китай переживает самый тяжелый экономический кризис за последние 30 лет, и признаков восстановления практически нет. Поскольку США, крупнейший клиент Китая, впал в экономическую депрессию, кризис в Китае может только усугубиться. Это не лучшим образом скажется на мировой экономике. В Италии, государственный долг которой составляет $3,2 триллиона, отношение долга к ВВП составляет 150%. Только отрицательные процентные ставки ЕЦБ удержали ее от взрыва в новом банковском кризисе. Теперь этот взрыв уже запрограммирован. Несмотря на успокаивающие слова Лагард из ЕЦБ, Япония с уровнем долга 260% является худшей из всех промышленных стран и находится в ловушке нулевых ставок с государственным долгом более $7,5 триллионов. Курс иены сейчас серьезно падает и дестабилизирует всю Азию. Сердцем мировой финансовой системы, вопреки распространенному мнению, являются не фондовые рынки. Это рынки облигаций, государственных, корпоративных и агентских облигаций. Этот рынок облигаций теряет стоимость по мере роста инфляции и повышения процентных ставок с 2021 года в США и ЕС. В мировом масштабе стоимость этих активов составляет около $250 триллионов, сумма, которая с каждым повышением процентных ставок теряет все большую ценность. В последний раз такой серьезный разворот в стоимости облигаций наблюдался 40 лет назад, в эпоху Пола Волкера, когда процентные ставки составляли 20%, чтобы выдавить инфляцию. По мере падения цен на облигации падает стоимость банковского капитала. Наиболее подвержены такой потере стоимости крупные французские банки, Deutsche Bank в ЕС, а также крупнейшие японские банки. Считается, что американские банки, такие как JP Morgan Chase, лишь немного менее подвержены риску крупного краха облигаций. Большая часть их риска скрыта в забалансовых деривативах и тому подобном. Однако, в отличие от 2008 года, сегодня центральные банки не могут повторить еще одно десятилетие нулевых процентных ставок ИК. На этот раз, как отмечали 3 года назад такие инсайдеры, как бывший глава Банка Англии Марк Карни, кризис будет использован для того, чтобы заставить мир принять новую цифровую валюту Центрального банка, мир, где все деньги будут выпускаться и контролироваться централизованно. Это также то, что подразумевают участники ВЭФ в Давосе под своей великой перезагрузкой. Это не будет хорошо.